Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Сегодня мы поговорим о группе Bee Gees. И если вы не знаете, то в мировой музыкальной энциклопедии есть такая негласная тройка великих на букву «Б». Это Beatles, Beach Boys и Bee Gees. Первые гении, вторые короли солнца и серфинга, а третьи... Третье — это как если бы Моцарт, Стиви Уандер и Супермакс собрались в одном подвале в Австралии и решили: а давайте сделаем музыку, которая будет звучать везде, от Лас-Вегаса до Ленинграда. И сделали. И они не просто пели, а сочиняли, аранжировали и продюсировали. Ни одной строчки от профессиональных авторов. Все изнутри. Как будто у них в груди было не сердце, а студия звукозаписи. И, кстати, да, они входят в священную пятерку тех, кто продал больше 100 миллионов пластинок, рядом с Элвисом, Битлами, Майклом Джексоном и Полом Маккартни. Так что, дорогие друзья, если вы сегодня услышите где-нибудь Bee Gees, не спешите махать руками, остановитесь, послушайте, поблагодарите мысленно этих троих парней, которые оставили нам наследие, которое не стареет, как джаз, как вино и как любовь. Несмотря на распространенное мнение, братья Гиб не австралийцы, а англичане до мозга костей. Родились они на острове Мэн, месте, где ветер поет старинные баллады, а овцы поголовно слушают BBC. Потом они жили под Манчестером, и только в 58-м, когда им было еще меньше, чем вашему внуку, семья Гибов сорвалась с якоря и уплыла в Австралию. И не за золотом, не за крокодилами, а потому что их родители искали лучшей жизни и хотели обеспечить сыновьям безопасное детство вдали от послевоенных трудностей Манчестера и, как оказалось, за возможностью петь. А начиналось все как в хорошем кино, с нелепого, но судьбоносного происшествия. Мальчишки Барри, Робин и Моррис бегут, сломя голову, на выступление в местный кинотеатр, который по вечерам превращался в культурный центр для деревенских тетек и дядек. Их задача — просто открывать рты под пластинку. Знаете, как сейчас на Евровидении, только без лазеров и с большей ответственностью. Но тут бах! Моррис, самый младший, самый шустрый и самый неуклюжий, роняет эту самую пластинку. А винил тех лет на 78 оборотов был хрупче, чем мечты подростка после первого отказа в любви. И даже надпись «Non-Breakable» была чистым маркетинговым враньем. Бились они как стаканы на свадьбе у итальянцев. И что теперь делать? Петь живьем, без подстраховки, без автотюна. И они спели. А публика, деревенские фермеры, бабушки в шляпах и парни с сигаретами за ухом, встали и начали аплодировать. В Австралии они пели где угодно, на ярмарках, в барах, на радио, даже, наверное, в лифтах, если те были с микрофоном. Зарабатывали на карманные, на сладкое и на пластинки. Поначалу их называли «гремучие змеи», а потом «We Johnny Hayes» и «Голубые кошки». Звучит, правда, как название ситкома про подростков в 50-х. Но все изменилось, когда их заметил Билл Гуд, местный импресарио, человек с фантазией на имена. Он привел их к диджею Биллу Гейтсу. Правда, не к тому, что из Windows, а тому, что музыку крутил. И вот тут гениальная находка. Bee Gees звучит как братья Гиб, правда? И все так думают, но нет. Это Билл Гуд и Билл Гейтс. Да-да, их имена — инициалы тех самых Биллов, что дали им имя, сцену и, по сути, билет в историю. И вот в далекой Австралии
Когда братья Гиб уже пели как ангелы, но все еще не были богами музыки, на горизонте появился человек. Не продюсер, не менеджер, не гуру индустрии, а просто местный музыкант Кол Джоуи. И этот самый Кол, человек с ушами на макушке и чутьем на талант, понял: перед ним не просто трое парней, перед ним грядущая эпоха. И он сделал то, что делают настоящие меценаты музыки. Протянул руку, помог подписать контракт с Festival Records, а точнее с их филиалом Liden Records. Местная махина, которая крутила весь австралийский шлягерный рынок, как мелодия у нас, только с кенгуру на логотипе. Записали первые синглы, робкие, и один из них под названием «Вино и женщины». Звучит, конечно, как название плохого вестерна или хорошего романа Керуака, но он сработал. Не взорвал, правда, чарты нет, но дал сигнал. Эти ребята не просто для деревенских клубов. Они могут и на студии, и на радио, и, может, даже на пластинке. И вот дебютный альбом под названием «Bee Gees поют и играют 14 песен Барри Гиба». Да, вы не ослышались, там было аж 14 песен. Правда, альбом вышел только в Австралии и Новой Зеландии, как будто это был не дебют, а пробный запуск ракеты в пустыне. И тишина. Ни взрывов, ни аплодисментов, только скрип полок в магазинах, где пылились эти копии. Festival Records, чьи боссы, вероятно, мечтали о новом Клиффе Ричарде или хотя бы о местном Томми Стиле, начали потирать лоб. Ну что, избавляемся от этих, как их там, Bee Gees. И вот, когда Festival Records уже готовились похоронить карьеру этих, как им казалось, неудачников, на сцене появляется Нед Кипнер, американец, менеджер, человек с чутьем. Он подписал братьев на Spin Records. Правда, дистрибьюция все еще оставалась у тех самых Festival, но не в этом суть. Главная заслуга Нета в том, что он познакомил братьев Гиб с Оззи Бирном. И вот тут барабанная дробь. Начинается настоящая магия, потому что Оззи Бирн — это Джордж Мартин для Bee Gees, только вместо Эбби Роуд мясная лавка на окраине Сиднея. Да-да, вы не ослышались. Днем котлеты, сосиски, ребрышки, а ночью музыка. Ведь за черным ходом, где пахло не только кровью быком, но и свежим вдохновением, Оззи оборудовал крошечную студию. Никаких лимитов, никаких часов и никаких счетов. Если на Festival Records братьям давали 2 часа в день и еще с них вычитали деньги, как с должников в ломбарде, то у Оси ночь напролет, бесплатно, без контроля, без цензуры. Приходи в 7 вечера, уходи в 7 утра. Хочешь перепеть куплет 47 раз? Пожалуйста. Хочешь добавить хор монашек? Ладно, найдем. Хочешь записать звук падающей сковородки как перкуссию? Почему бы и нет? И что произошло? Они научились студии, как дети родному дому. Начали экспериментировать, слоить голоса, играть с эхом, подкладывать под голос Барри гитары Робина, как подушку под голову. И они не просто записывали песни, они лепили звук. И вот сингл «Пятнышки и крапинки». Название звучит, конечно, как инструкция по уборке, а на деле это хит номер 1 в Австралии. Песня, которая взорвала радио, танцполы, сердца подростков и, главное, головы боссов Festival Records, которые вдруг вспомнили, а ведь это те самые, кого мы хотели выгнать. И после хита второй альбом. К концу 1966 года Bee Gees признаны лучшей группой Австралии, а Барри Гиб, которому едва стукнуло 20, получает титул «Лучший автор песен года». И все это благодаря мясной лавке.
А дальше о главном альбоме, который изменил все. О пластинке, с которой Bee Gees перестали быть австралийским курьезом и стали глобальной силой. Речь, конечно, о Bee Gees First. Да, по названию первый, хотя на деле третий. Но кто считает? Главное, это был их первый шаг в мир, их дебют на международной сцене. И знаете, где писались эти песни? Не в дорогущих отелях, не в студиях с видом на океан, а в трюме корабля, на палубе, в каюте, в долгом бесконечном путешествии из Австралии обратно в Англию. 3 брата, чемоданы, гитара, блокноты и океан, который шепчет им. И они писали втроем, все вместе, как единый организм, как 3 голоса одной души. Главный хит. Тот, что открыл им двери. Песня под названием «Катастрофа на Нью-Йоркской угольной шахте 41-го года». Звучит как название документалки на BBC, как сюжет из газеты времен Великой депрессии. А в наше гламурное время трудно представить себе в хитах песню с таким названием и вообще серьезным содержанием. Однако в 41 году не было никакой катастрофы на шахтах Нью-Йорка. Песня родилась под впечатлением от настоящей трагедии. Аберфан, Уэльс, 66 год. Горная порода, сорвавшаяся с насыпи, засыпала школу. Дети, учителя, молчание, ужас. Братья, прочитав об этом, не стали писать протест, не стали кричать, они написали шепот. Шепот человека, сидящего в темноте под землей, который стучит по стене, надеясь, что кто-то услышит. Вообще Австралия становилась сдерживающим фактором для дальнейшего развития группы. Они чувствовали, что надо возвращаться на Большую Землю, что и предприняли в начале 1967 года, погрузившись на корабль. Отец братьев, Хью Гиб, поначалу был против этой затеи и даже хотел спрятать их паспорта, чтобы никуда не смогли уехать. Но потом все же проникся идеей и даже отправил демозаписи с письмом известному менеджеру Битлз Брайану Эпштейну. Эпштейн поручил прослушать эти записи Роберту Стигвуду, который только-только устроился работать в его компании. Корабль плыл целых 6 недель, и они прибыли в Англию в феврале 67-го, и едва поселились в пригороде Лондона, Хэндоне, как им позвонил некий мистер Стигвуд и пригласил к себе в офис на собеседование. Но самое вкусное в деталях, потому что в приемной у Стигвуда тогда работала Молли Халлис. Да, та самая, которая позже станет женой Робина Гиба. А тогда просто девушка за столом, которая видела десятки групп. И вот входят они, мокрые от дождя, в старомодных пиджаках, с сумками, как у школьников. И Молли думает про себя. Опять приперлась какая-то шайка неудачников. Сейчас будут просить аванс на чай и гитарные струны. Как же она ошибалась. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. Из офиса они проехали в театр Севилл, где Стигвуд устроил парням небольшое прослушивание. Они исполнили всего пару песен, и Стигвуд предложил братьям тут же вернуться в офис, чтобы подписать контракт на 5 лет с компанией Polydor. Это была невероятной удачей для парней, до этого тщетно высылавших в Англию мотки пленки с демозаписями. Группу дополнили гитарист Винс Мелони и барабанщик Колин Петерсон. Братья Гиб знали обоих по Австралии. Мелони приехал в Англию раньше их и работал как гастарбайтер на английском филиале французского автоконцерна Simca Motors.
хотя до этого считался одним из лучших гитаристов Австралии. Он, конечно же, с радостью присоединился к группе, когда его позвали Гиббы. А Петерсон разрывался между двумя пристрастиями – музыкой и театром. И к моменту вступления в группу он уже имел опыт игры в 3 австралийских художественных фильмах. Однако музыка перевесила, и он эмигрировал вслед за Bee Gees, чтобы присоединиться к обещавшему успех коллективу. Но дебютный концерт в Англии нельзя назвать удачным. Они играли на разогреве у Фэтса Домино в лондонском театре Севил, и разгоряченная толпа грубо перебивала их, желая видеть лишь Фэтса. Так проходит мирская слава. И где теперь Фэтс Домино? Кто знает его теперь? А Bee Gees выступили в том же театре спустя 9 месяцев уже перед разгоряченной толпой собственных поклонников. К тому времени их сингл «Катастрофа на Нью-Йоркской угольной шахте» поднялся на 12 место в Британии и 14 в США. И если первый сингл диджея раскручивали, считая, что это новая песня Beatles, выпущенная под псевдонимом BG, что расшифровывали как Beatles Group, то второй, To Love Somebody, поднялся на 20 место уже самостоятельно, когда все знали, что это песня группы Bee Gees. Однако за чередой триумфов последовали и неудачи. 68-й год. Они на вершины. Хиты крутят по всему миру. Их сравнивают с Beatles. Их голоса в каждом радио. Их имя на афишах, но внутри трещит, как перегретый усилитель. Как струна, натянутая до предела. Наркотики не секрет, не сплетня, а реальность эпохи. Психоделический Лондон, бесконечные студийные ночи, давление славы. Все это точило не только нервы, но и разум. А параллельно вопрос: кто главный, кто ведет, кто поет и кто решает. И в конце 68-го года группу покинул Милни. Затем и братья поссорились, и Робин тогда, он был ведущим вокалистом, решил начать сольную карьеру. А оставшиеся братья, как казалось многим, обрекли себя на самоуничтожение. Они прогнали Питерсона. Но Барри и Моррис — это все еще Bee Gees, даже вдвоем. Даже раненые и обиженные, даже потерянные. Они записывают песню, тихую, пронзительную, почти исповедальную. Песню, в которой слышна тоска по брату, по группе и по тому, что было. И, о чудо, она становится хитом. Но вскоре после выхода этого сингла о своем уходе заявил и Барри Гиб. И на какое-то время группа прекратила существование. Тогда распад Bee Gees многим казался закономерным. Век бит-групп явно заканчивался. Однако это явно не устраивало Стиглта, который потуже затянул узду и уговорил Барри остаться, а Робина вернуться. Возродившиеся Bee Gees переменили имидж и музыкальный стиль. На место мелодичному биту пришел поп в стиле Элтона Джона, сдобренный толикой психоделии и арт-рока. Особенно ярко это проявилось в альбоме «Одесса». Интересно, что в одноименной песне, которая как раз посвящена городу-герою Одессе, речь идет о катастрофе 1899 года британского корабля в Балтийском море. А при чем тут Одесса, совершенно непонятно. Но слова песни взывают именно к Одессе. Почему? Потому что, по словам одного из братьев, в 1968 году они проезжали через Одессу. И этот город с лестницами, с Приморским бульваром, с запахом моря и жареной рыбы им так понравился, что они решили, надо увековечить его в песне, в альбоме, в легенде. А корабль, катастрофа, Балтика, ну это поэзия, друзья. А ведь поэзия не знает границ. Они взяли красивую трагическую историю, гибель британского судна, и соединили ее с красивым, солнечным, чуть театральным городом, потому что Одесса — это не просто точка на карте, это настроение, это мелодия, это фильм, который хочется пересматривать. Нет, никакой тайной подоплеки нет,
Никаких шифров, карт, посланий КГБ или намеков на британскую разведку. Просто три брата, которым город запал в душу. И они решили сделать ему музыкальный памятник. Пусть даже с географической ошибкой. Период с 70 по 73 годы — это их рок-н-ролльное возрождение после апокалипсиса, когда группа, казалось бы, умерла, а потом воскресла. И не просто воскресла, а выдала альбомы, от которых до сих пор волосы встают дыбом у тех, кто умеет слушать. 70-й год. Они записали альбом, который стал их вторым дыханием. Интересный факт, что большую часть альбома они записывали в студии IBC в Лондоне, где студийный инженер чуть не сошел с ума от их перфекционизма. Барри часами перепевал один и тот же вокал, пока не добился того самого звука, который рвет душу, а не барабанные перепонки. А теперь главный хит — Lonely Days. Эта песня как крик одинокой души в пустыне. Только душа эта в костюме от Savile Row и с австралийским акцентом. Трек взлетел в США до 3-го места, и даже сегодня, если включить его в 4 утра, вы точно не уснете. 71 год, альбом «Трафальгар». Это не просто пластинка, это саундтрек к внутренней битве трех гениев, которые пытались понять, кто они – поп-звезды, рок-поэты или просто парни, которым нравится петь в унисон. Записывали альбом в основном в Лондоне, но одна из сессий прошла в студии в Майами, и именно там родилась песня «How Can You Mend a Broken Heart?». И тут факт для ценителей. Оригинальная версия песни была записана на акустической гитаре Барри, которую он купил всего за $50 на блошином рынке в Нэшвилле. Но звук у нее небесный. Продюсер Роберт Стигвуд потом говорил: «Я слушал демо и плакал. Потом слушал финальную версию и снова плакал. А потом, видимо, заплакал продавец гитары, узнав, что его $50 превратились в золотой хит. И эта песня стала первым номером 1 в США для Bee Gees. И это не просто хит, это гимн всех, кто когда-либо разбивал сердце или чье сердце разбивали. В 1972-м выходит самый загадочный и недооцененный альбом в их дискографии. Здесь эксперименты с аранжировками и синтезаторами, и это все в 72-м. И даже попытка сделать что-то в духе прогрессив-рока. Особенно выделяется песня «Run to Me». Песня, которая звучит как объятие от старого друга. Мягкая, теплая, с гармониями, от которых хочется обнять ближнего своего, даже если он вам должен денег. Барри в интервью рассказывал, что текст песни он написал всего за 20 минут. Сидя на полу в студии, пока Робин и Моррис спорили, кто из них лучше играет на клавишах. Я просто закрыл глаза, представил, как кто-то бежит ко мне сквозь дождь, и все вылилось на бумагу. Потом я сказала: «Ребята, хватит спорить, у нас тут хит». В 73-м выходит альбом «Жизнь в консервной банке». Да, название странное, но гениальность часто прячется за дурацкими названиями. Записывали его в Лос-Анджелесе, в студии Record Plant, где до них тусовались Джимми Хендрикс и Джон Леннон. И, видимо, духи гениев повлияли, потому что получилось что-то очень человечное. Главный трек «So a New Morning» — это не просто песня, это утренний свет, пробивающийся сквозь тучи после месяца депрессии. Струнные, флейты, хор и голоса братьев, сплетенные как три нити судьбы. Во время записи этой песни в студию случайно зашел Фрэнк Заппа. Послушал минут 5 и сказал: «Вы, ребята, делаете музыку, которую буду слушать и через 50 лет». Sound of the snub behind me. I went along for the ride.
И если с 70 по 73 год это возвращение из небытия, то следующие 3 года это перерождение в огне диска, ритма и братьев, которые заново изобрели себя. Это не просто переход, это музыкальный большой взрыв, после которого мир уже не будет прежним. И да, именно в эти 3 года Bee Gees стали не группой, а явлением. Явлением, которое накрыло планету, как волна цунами в зеркальных очках и воротничках нараспашку. После альбома «Жизнь в консервной банке», который, честно говоря, провалился в чартах, как метеорит в пустыне, красиво, но никто не заметил. Bee Gees тогда оказались на грани. Лейблы теряли интерес, пресса писала, что, кажется, их время прошло. Но тут на горизонте появляется Ариф Мертон. Человек, который услышал в голосе Барри не просто певца, а феномен. Именно он предложил: ребята, забудьте про акустику, давайте играть на ритме, на груве, на движении. Так родился альбом Mr. Natural. Переходный, экспериментальный и немного странный, но ключевой. Здесь впервые появляются намеки на то, что станет их визитной карточкой. Фальцет, плотные гармонии и бас-гитара как главный герой. Большую часть альбома записывали в Майами, и именно там Барри впервые попробовал петь в фальцете на студии. Просто так, в шутку, во время перерыва. Ариф Мертон заорал: «Стоп! Запишите это! Это золото!» Друзья, если вы хотите понять, как группа заново изобрела себя и музыкальную индустрию, слушайте Main Course. Это не альбом, это революция в 9 треках. Записывали его снова в Майами, в той же студии, но теперь с новым звуком и с новой установкой. Мы больше не будем плакать в микрофон, мы будем заставлять весь мир танцевать. И, кстати, во время записи песни Jive Talking барабанщик Деннис Брайан играл на барабанах босиком. Почему? Потому что, по его словам, так лучше чувствуется грув. Звук получился настолько плотным и липким, что до сих пор его копируют все диско- и поп-продюсеры мира. А сама песня – первый настоящий диско-хит Bee Gees. Трек взорвал чарты, заняв первое место в США, и впервые все 3 братьев посмотрели друг на друга и сказали: «Мы нащупали что-то гигантское». Но на этом альбоме не только Jive Talking. Есть еще Nights on Broadway. Здесь Барри впервые официально использовал фальцет на весь трек. И знаете что? Это был не расчет, это был несчастный случай. Барри простудился перед записью и не мог петь в обычном регистре. И решил попробовать выше. Результат – мировая сенсация. Как говорил потом Барри, я пел как мышь, простуженная от любви. И это сработало. И если Main Course был прорывом, то Children of the World — это победный марш. Альбом, записанный с уверенностью чемпионов. Здесь Bee Gees уже не пробуют, они диктуют правила. Запись проходила в том же Майами, но теперь студия стала вообще их вторым домом. Инженеры знали, когда приезжают гибы, готовь бас, фальцет и много кофе. Главный хит «You Should Be Dancing». Эта песня не просто трек, это манифест диско-эры. 6 минут чистого движения, страсти, ритма, фальцета, духовых и Барри, который поет так, будто его душа вылетает из тела и танцует над танцполом. Оригинальная версия была вообще 8 минут, но радио требовало 3,5. Пришлось резать.
Барри потом говорил, что это как отрезать крылья ангелу, но ангел все равно полетел. Примерно в это время состоялся грандиозный дебют еще одного члена семьи Гибов, самого младшего брата Энди. Он в 19 лет стартовал со своим дебютным альбомом и в течение короткого времени превратился в настоящего идола тинейджеров. Энди Гиб навсегда отметился в истории как первый сольный артист, который последовательно достиг первого места в чартах с 3 своими синглами, которые, к слову, как и другие песни из 5 вышедших у Энди альбомов, были написаны его старшими братьями. И вот так семья Гибов добилась к началу 80-х интересного результата, выражавшегося в бессменном лидерстве поочередно записей Bee Gees и Энди Гиба. Но, к большому сожалению, перспективный Энди сел на иглу и в середине 80-х оказался банкротом. Ну а всю вторую половину 70-х музыканты работали в стиле диско, и до такой степени успешно, что в 77-м Стигвуд решил выпустить фильм о феномене диск с Джоном Траволтой в главной роли. И именно эта лента сделала его всемирно популярным. Эта лента называлась «Лихорадка субботнего вечера», где почти всю музыку записали и исполнили Bee Gees. А саундтрек стал самым растиражированным фильмовым альбомом всех времен и народов. И этот рекорд не побит до сих пор. Песня Stayin' Alive стала первой в обойме диско-хитов Bee Gees, которым они, собственно, и обязаны своей неувядающей до сих пор популярностью. Не зная даже названия будущей картины, Стигвуд позвал к себе музыкантов и попросил написать несколько песен. В итоге они сочинили композицию всего за несколько дней, находясь во французской звукозаписывающей студии Шато де Рувиль. В ходе записи у барабанщика Денниса Байрона произошла трагедия. Умерла его мать, и музыканту в срочном порядке пришлось уехать на похороны. Не найдя во Франции подходящего барабанщика, группа решила поэкспериментировать с драм-машиной. Однако получившиеся в результате минусовки их не устроили. Выход был найден в уже записанной песне Night Fever, откуда попросту позаимствовали несколько отрывков и в слегка измененном виде добавили в Stayin' Alive. В титрах барабанщикам шуточно указали некоего Бернарда Льюпа. Журналисты долго разыскивали этого человека, пока не выяснилось, что его не существует. И изначально песню не планировалось издавать отдельным синглом. Однако после появления трейлера к фильму, где она собственно и звучала, у песни появилось большое число поклонников, которые просто завалили радиостанции просьбами поставить полюбившуюся мелодию. Но сами участники Bee Gees имеют двоякое отношение к этой композиции. С одной стороны, она прославила их, сделала популярными во всем мире, а с другой полностью перечеркнула все предыдущее творчество. Последним успешным альбомом 70-х был Spirits Having Flown, который стал своего рода квинтэссенцией всего творчества Bee Gees. Этот диск был написан в состоянии тяжелейшего наркотического опьянения и многими до сих пор считается самым непревзойденным поп-альбомом Великобритании. После него Bee Gees выпустили альбом, который не повторил успеха предыдущего и вообще получился довольно слабым. А в начале 80-х сошел на нет и диско-бум, а вместе с ним и популярность Bee Gees. Продолжение «Лихорадки субботнего вечера», фильм Stayin' Alive, вышедший в 1983 году, оказался куда менее успешным. Сольные проекты братьев также не пришлись публике по вкусу. И в течение этого десятилетия братья в основном занимались тем, что писали музыку для других исполнителей, таких как Барбара Стрейзен, Кенни Роджерс, Дайан Уорвик и Дайана Росс.
Они вернулись в хит-парады в 1987 году, записав альбом ESP, который получил специальную награду за 20-летний творческий вклад в британскую музыку. А с 1988 вновь начали выступать с концертами. Однако к этому времени увлечение братьев наркотиками достигло логического завершения. Умер младший представитель семейства Гиббов Энди. Умер он от передозировки кокаина в возрасте 30 лет 10 марта 1988 года, когда у него на руках уже лежал новый музыкальный контракт с Island Records. «Лично я верю, что он все равно рядом с нами», — говорит Моррис Гибб. Плохо. Эта дорога не приводит никуда. Люди думают, что кокаин и экстази — это одна большая веселая вечеринка. Но никто не думает, что все вечеринки кончаются. Я вспоминаю, как это было, и поражаюсь, насколько нужно быть придурком, чтобы жить так, как жили мы. За ESP были еще альбомы, но музыка Bee Gees как будто потеряла свою выразительность, стала более коммерческой и, как следствие, менее интересной. Понимая это, братья в 1993 году решили сделать перерыв. И перерыв этот затянулся на добрых 4 года. 1997 год ознаменовался выходом альбома Still Waters, который сразу же вошел в топ-10 США. 4 международные музыкальные награды, имена которых я приводить не буду, потому что все равно они вам ничего не скажут. И в один день с выходом альбома Bee Gees попали в зал славы рок-н-ролла в Кливленде. Посыпалась волна ремиксов, сделанные модными танцевальными группами, и на основе которых в скорости вышел и альбом «Трибьют». Ну а первый сингл «Alone» с альбома явился одним из самых любимых треков радиослушателей всего мира в 1997 году. А сам альбом неплохо продавался, провоцируя очередную ностальгию публики по старым добрым Bee Gees. А тут еще и подоспел 20-летний юбилей лихорадки субботнего вечера. И в этот раз Роберт Стигвуд решил сделать театральную постановку под таким же названием, и классические композиции вновь ожили. Плюс к тому братья написали для нее еще одну песню, которую исполнила Селин Дион. И осенью того же года группа отправилась в самое грандиозное за свою карьеру турне по 4 континентам. В 2001 группа выпустила альбом, ставший последней студийной работой Bee Gees. Она достигла топ-10 в Великобритании и топ-20 в США. Однако в начале 2003 года Моррис Гибб умер от сердечного приступа. Оставшиеся участники хотели продолжить деятельность группы, но со временем оставили эту идею и объявили о распаде. В 2006-м Барри и Робин решили все-таки попробовать воссоединиться для выступления в Майами на благотворительном концерте. Они планировали продолжить совместную работу, но этого не случилось. В 2011-м Робину Гиббу поставили диагноз – рак печени. На фото последних лет видно, что он сильно похудел и был вынужден отказаться от музыкальной карьеры. Через год он умер в госпитале в Челси. И с этого момента Bee Gees окончательно прекратили свое существование. Британский принц Чарльз посвятил в рыцари последнего оставшегося в живых члена Bee Gees Барри Гибба. Получив титул от наследника престола в Букингемском дворце, 71-летний Гибб сказал, что посвящает это достижение своим братьям Моррису и Робину. А что я могу сказать в конце? Это, друзья, не просто история успеха. Это учебник по тому, как сделать невозможное возможным, без бюджета,
без лейбла, без поддержки, только с верой, свободой и мясной лавкой с черным ходом. Так что если вы сегодня записываете демо в гараже, на кухне, в подвале, не отчаивайтесь, потому что великие альбомы рождаются не в конференц-залах, а там, где есть свобода, страсть и черный ход. А я, Булат Мадиев, пошел слушать Бит-Джиз на старом проигрывателе. И помните, что иногда гениальность пахнет не лаком для волос и дорогим виски, она может пахнуть мясной лавкой.